Всем привет и добро пожаловать на мою любимую кухню, где мы с вами готовим быстро, вкусно, дешево, красиво, а самое главное полезно. Дорогие мои друзья, мы сегодня с вами сделаем вместе тортик а-ля Рафаэлло. Но этот торт будет полезный, и он делается буквально за несколько минут. Мы все должны будем вместе смешать, взболтать, взбить и выпекать. Самое длительное время уйдет у нас минут 35-40, это в духовке. Но пока наш тортик будет выпекаться, мы всегда можем заняться чем-то другим. Поэтому очень легко, очень быстро, очень вкусно и очень полезно. Ну что, идемте готовить. Для приготовления нашего тортика нам понадобится из орудий труда измельчитель или блендер, силиконовая форма, силиконовая лопатка, маленькое полотенце и из продуктов питания немного растительного масла, которое мы должны будем сбрызнуть в нашу форму силиконовую, 50 грамм стружки кокоса, 3 яйца, у меня 3 очень спелых, таких даже переспевших банана, можно взять 2 больших, у меня 3. 250 грамм протертого творожка и буквально четверть чайной ложки ванилина. Ну, а теперь давайте готовить. Готовить мы с вами будем очень и очень быстро. Мы должны открыть наш блендер и в него отправить все ингредиенты. Первым делом отправляем бананы, кокосовую стружку, 3 яйца, плюх, творожок. Если у вас нет мягкого творога, вы можете заменить на греческий йогурт. Будет тоже хорошо. И в завершении ванилин, который даст чудесный запах нашему торту. Теперь закрываем блендер и все взбиваем. Вот такая вот масса у нас с вами получилась. Это будет нашим тестом. Теперь мы должны все это тесто просто-напросто перелить в нашу форму для выпекания. Такая вот у меня форма. Сейчас мы этим с вами и займемся. Форму вспрыскиваем, как обычно, растительным маслом. Подставляем масло и выливаем тесто в нашу форму. Видите, оно получилось таким, как густая сметана, но оно такой консистенции и должно быть. Теперь тесто мы ставим в духовку, разогретую до 180 градусов на 40 минут. И встретимся после того, как наш тортик будет почти готов. Вот такой у нас с вами получился на этом этапе тортик. Он хорошо пропекся. Сейчас немножечко я его уже остудила, и мы его аккуратненько перевернем и положим в форму. Я просто-напросто беру тарелку, накрываю наш тортик и аккуратненько переворачиваем. Бум! Смотрите, что у нас с вами получилось. Так, сейчас мы его немножко вот так вот, он еще, видите, горяченький, подвинем. И последний штрих, мы посыпаем наш тортик кокосовой стружкой. Вот так вот в произвольном виде, последовательности, как вам угодно. Тортик получился очень воздушный и легкий. Красивый. Сейчас мы его украсим. Смотрите, какая красота у нас с вами получилась. Сейчас он немножечко еще остынет, и мы с вами обязательно встретимся и поговорим об этом рецепте. Дорогие мои, посмотрите, какое чудо у нас с вами получилось. Этот тортик Рафаэлло, полезный тортик, можно есть как горячим, так и холодным, охлажденным. Он очень-очень сочный, вкусный. За счет вот банана он будет очень сладким. И
главное, полезным. Этот тортик можно есть на стадии снижения веса, на стадии удержания веса, похудения и так далее и тому подобное. Посмотрите, какая прелесть, как все красиво выглядит, как все чарующе пахнет и как же это вкусно. Дорогие мои, не бойтесь, пеките, готовьте вместе со мной и по моим рецептам. Они очень вкусные, легкие, я считаю. Но что может быть легче, чем все вместе смешать, поставить выпекать, и вуаля, у нас вот такая вот прелесть получается. Так что, дорогие мои друзья, кушайте с удовольствием, кушайте разнообразно, делайте себе меню такое, знаете, запланированное, чтобы у вас каждый день что-нибудь было другое. И эту прелесть можно всегда себе позволить к чаю, кофе. И даже если к вам приходят гости, то тоже не стыдно подать такой вкусный и полезный тортик. Ну что, мои хорошие, спасибо, что были и сегодня вместе со мной. Я обязательно покажу, как наш тортик выглядит в разрезе. Вот, я с нетерпением жду этого момента, когда мы его попробуем. И, конечно же, я в надежде на то, что вы оставите свои комментарии под этим видео и какие-то отзывы, понравился ли вам мой тортик Рафаэлло, так же, как он нравится моей семье. Спасибо, мои дорогие, что и сегодня были вместе со мной. И до новых встреч, до новых рецептов. С вами была любящая вас Виктория. Пока!